Диана Анкудинова. Реакция. «Я Россией тебя зову». Концерт в Кремле. Ребята, всем привет! С вами преподаватель вокала Орлеана. Несколько дней назад прошел известный уже всем концерт, посвященный 300-летию со дня основания, появления прокуратуры в России. И Дианочку, нашу замечательную Диану Анкудинову, пригласили исполнить ее песню с патриотическим духом. Я почему-то так и думала, что, конечно же, Диану обязательно заметят с этой песней, потому что патриотика, особенно современная патриотика, это, так скажем, редкость, наверное, на нашей эстраде. Это совершенно неудивительно, что ее пригласили на такое торжественное и важное мероприятие. Это выступление я еще не смотрела. Решила записать самую настоящую первую реакцию. Друг, а пока я включаю это видео, не забудь подписаться на канал, если еще не подписан. Итак, поехали, смотрим. Я иду по твоей земле, в бесконечное небо глядя, отдаю всю любовь тебе, как тепло отпускает пламя, красотою твоей всегда восхищаюсь, как белым храмом. Ты Россия, моя страна, сердцу просто другой не надо. Господи, как это круто! У меня просто нет других слов, ребята. Как-то это настолько естественно у нее звучит, что вообще не возникает никаких сомнений, да, что голос, вот он сам по себе по природе такой, контральтовый, низкий и с очень сильным грудным и носовым резонированием. Причем грудного там больше. Именно из-за этого не возникает ощущения гнусавости. Шикарно. Ну и, в общем-то, смотрите, исполнение с оркестром. Родников, твой сладкий вкус утоляет любую жажду. Вау, вау. А здесь Диана использует такой полусубтоновый звук, такой чуть-чуть облегченный, больше здесь головного резонирования мы слышим, да, но при этом все равно сглаженность регистров, сглаженность тембральная, как бы вот это вот соответствие верха и низа очень хороший, то есть баланс идеальный, да. Как бы вот этот верх сейчас не слушается как прием субтоновый, такое ощущение, что это просто такой верхний регистр, так и есть. Я всей душой за тебя молюсь, проживаю миг жизни каждый. Красиво. И Диана, вот когда действительно удивительно это, Диана, когда поет, она еще больше преображается. То есть она вот в жизни симпатичная девушка, но когда она поет, она становится еще просто вот эти глаза горящие, вот эта огромная улыбка, вот этот лучезарный свет, который идет и от улыбки, и от глаз. Это вот какой-то невероятный, да, невероятный образ возникает, такой свет. И вот что значит дарование настоящее, настоящий талант музыкальный, вокальный. Да? Улыбка всегда преображает человека, но, например, когда поют и улыбаются, лицо часто меняет выражение и не в лучшую сторону. У Дианы все наоборот. Да? У Дианы, когда она на сцене, она еще больше преображается. Шикарно. Очень красиво сейчас прозвучал вокализ. Возможно, он еще не закончился, я не помню, там будет повторенная фраза или нет. Очень красиво, да, внизу сначала звучит фраза. Кстати, внизу, не сказать, что внизу, это не такие уж и низкие ноты, это скорее верхние ноты. Ну вот я сейчас пропела интонацию, именно в какой тональности она звучит. Тембрально кажется, что это низко, а на самом деле это не такие уж и низкие ноты, высоко. Надо еще потрудиться их спеть.
Ой, пришлось прервать, извините. Да, значит, это было продолжение вокализа. Я, кстати, вот не знаю, вот живой ли это звук, я не знаю. У меня есть подозрение, что это записано, ну, потому что, опять же, у нее там бэк-вокал прописан, да, то есть понятно, что она все партии одновременно не поет. Но мне кажется, что это все-таки записанная фонограмма звучит, да. Ну, ничего страшного, это же Первый канал. Если сказали петь под фонограмму, будем петь под фонограмму. Твои горы уходят ввысь, и вершинами гладят небо, поля наполняет жизнь волосками растущего хлеба. Щедрость русской души звучит и в преданиях, и в легендах. Сердце здесь о любви кричит и разносит по небу ветра. Ой, какой классный был этот глиссандо, да, ребята? Мне, конечно, очень сложно останавливать. Я прямо вот хочу отслушать от начала и до конца. Но сами понимаете, авторские права этого видео, эти правообладатели этого видео, конечно, мне не позволят, да, смотреть от начала и до конца и, в общем-то, не комментировать ничего. Но хочется реально просто смотреть и ничего не говорить. Вот такое ощущение. Песня сама по себе все равно красивая, даже если бы не было этого глиссанда. Но очень эффектно вот звучит этот прием. Так немножечко даже, знаете, мне кажется, ну не вычурно, а нарочито. Да? Не кажется вам? Диана как артистка хорошо себя подает. Да? Вот эти вот жесты широкие, такие вот рука. Ну, это все у нее очень естественно смотрится, это не постановочно. Очень красивое платье подобрано, да, такое вот, ну, как бы относительно скромное. А со сцены оно достаточно скромно смотрится, ничего лишнего, все очень так чинно, важно, никаких вот таких деталей, которые отвлекают от самой Дианы, да, от лица, от улыбки, от глаз, от голоса. Очень мне нравится, это так породисто смотрится, классно. Остановлюсь. Очень классно. Диана сейчас пошла на поднятие динамики, да, усиливает подачу. Именно не голос усиливает, а в целом энергию себя она прямо, да, больше подает. Но я не знаю, ребята, скорее всего, это в записи уже так сделано было, но тем не менее, все равно мы это слушаем, и я это отмечаю, я это вижу. И, собственно, по ее жестам, по ее подаче видно, что она идет на развитие произведения. Да? Я всей душой за тебя молюсь, проживая миг жизни каждый. Очень красивый эффектный прием здесь. Люсь, как йодль, либо флажолет это можно тоже назвать, потому что йодль это техника, которой мы поем какое-то продолжительное время, да, какой-то вот вставочку поем, а здесь просто эффект, поэтому это больше похоже на скрипичный такой прием, похожий на скрипичный, да, это, конечно, вокальный прием, но на скрипках, виолончелях, контрабасах, флажолет как раз вот можно делать. И, конечно, слова вот эти «я всей душой за тебя молюсь», это вот тоже приятно, да. Ну вот какой-то действительно в этой песне патриотический дух. Песня звучит, с одной стороны, вроде бы и современно, и с другой стороны, это патриотическая песня с патриотическим текстом, духом. Поэтому все возможно. Можно и современную, красивую музыку писать в патриотическом духе. Было бы желание, как говорится. Остановочка. Очень красиво, да. Ну вот записанный, прописанный бэк-вокал, да, и скорее всего, ребят, скорее всего звучит фонограмма. Но это не к тому, что как, ой, как плохо Диана поет под фонограмму. Ну и что? Это же Кремлевский дворец. На минуточку, да, пригласить просто вот Диане 18 лет, она поет в Кремлевском дворце на мероприятии, посвященном 300-летию прокуратуры. Так-то это вообще супер дата. Так-то это вообще, можно сказать, первые лица
нашей страны отмечают эту дату и праздники. Поэтому тут, знаете, как скажут, так и будет. Выбора не будет. Если бывает такое, что действительно акустические условия или само мероприятие, оно просто не допускает какой-либо ошибки звукорежиссера даже. Уж не говорим про артистов-вокалистов, да? Уж не говорим про оркестр. Все должно быть идеально выверено. Поэтому в таком случае, конечно же, фонограмма, я думаю, она допустима. Вот. Сам факт того, что Диана уже спела эту песню, да, и записала ее так, и вышла на сцену Кремлевского дворца, это просто вау. Это, вау. О, да, очень, 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 очень. И вокалист вот этот, конечно, он длинный получается, да, и нисколько не надоедает. То есть хочется еще и дальше его петь. А сейчас будет, я так понимаю, третий куплет. Песня не коротенькая получается. Очень мне нравится. Вот и развитие здесь очень хорошее, да. Как-то вот вначале всегда слушаешь песню, ждешь вот этого первого звука от Дианы, думаешь, так, как она сейчас будет, и такой, как это необычно такой голос, да, такая первая нота уже привычных песен. А потом слушаешь песню до конца, и к концу уже настолько привыкаешь, настолько оно для тебя становится уже, звучание это естественным, как будто оно так и должно быть всегда и у всех, хотя это не всегда и у всех, и вообще ни у кого. Очень классно. Я Россией тебя зову, а душа называет Русью. Я тобою одной живу, твоей радостью, твоей грустью. Вот все-таки вот эти слова, они действительно до глубины души пронизывают. Они прям добираются, да, пробирают и, как вот говорят музыковеды, да, они достигают самых дальних струн души любого слушателя. Мне очень нравится вот этот настрой Дианы на патриотику и на то, что она, несмотря на то, что она очень популярна сейчас не только в России, но и за рубежом, и как раз-таки огромное количество реакций на выступление Дианы, зарубежных реакций, говорит об этом, что во всем мире Диану слушают, она востребована. Я уверена, что там сыпятся предложения уехать за границу и, в общем-то, быть у них, да, на сцене и петь, возможно, их музыку. Но Диана при этом видно, что она настроена на патриотику, и у нее какая-то глобальная, наверное, миссия того, чтобы, все-таки показать, что талант и уверенность и не боязнь, да, как бы отсутствие страха дает возможность любому человеку двигаться вперед и достигать. Пускай там не таких в 18 лет огромных высот, которые достигла уже Диана, но тем не менее на своем уровне каждый человек может двигаться вперед, и никакие преграды, никакие палки в колеса, ни приглашения куда-то, они не влияют, если человек сам в себя верит, сам знает, что он хочет, и двигается. Да? И, конечно, вот то, что Диана хочет именно быть в России, это по ней читается. Россией тебя зову, а душа называет Русью. Я тобою одной живу, твоей радостью, твоей грустью. Очень красивые еще вот эти народные мотивы. Да? Что это за инструмент? Как будто бы это дудочка какая-то народная. Я вообще не узнаю тембрально вот сейчас, что это за инструмент, который солирует вот эту основную партию. Огонь. Если бы это смотреть от начала и до конца, я думаю, что вот этот вот такой накал страстей, которые Диана создает в процессе произведения, он бы просто, не знаю, разорвал бы мою душу на части. От радости, от счастья. Непростая с самого начала судьба Дианы, она, я думаю, дает ей эту силу нести себя вперед, нести
такую правильную энергию в людей, да, и люди это чувствуют, они чувствуют настоящее, и я думаю, что это понравится точно людям, которые вот ценят такие важные, вечные устои, ценности, которые, чтобы мир не рухнул, нужно продолжать укреплять и двигать их вперед, да, не отступать от того, чему нас учили наши предки. Я всей душой за тебя молюсь, проживая миг жизни каждый. Шикарно, шикарно. Я, ребят, специально не останавливаюсь на этих местах, где Диана делает флажолет вот этот наверх, потому что прям не хочется прерывать фразу, потому что звучит это, конечно, вообще очень классно. Мне нравится, как фразировочно все простроено, все вот, знаете, до мельчайших деталей выверено, все собрано. И так я и не поняла, кстати, какой там инструмент солирует, а об этом вы мне напишите в комментариях, чтобы я узнала. Умничка, Диана. Я думаю, что работники прокуратуры оценили. Да, друзья, конечно, хочется сказать в первую очередь, что после прослушивания этой песни, после прослушивания, в принципе, Дианы, всегда возникает какой-то сначала момент такого, знаете, одухотворения, очищения в какой-то степени и ощущение какой-то гордости за то, что у нас в России все-таки, несмотря на то, что шоу-бизнес это просто какая-то свалка порока, пробиваются росточки чистоты, красоты, настоящего таланта, дарования. И то, что возникает вера, то, что люди имеют силу поддерживать. То есть не все там куплено, не все там кем-то управляется, хотя управляется, понятно, да, что управляется, но все-таки большая аудитория, которая есть у Дианы, она очень сильно влияет на ее поддержку, на то, что ее в итоге приглашают на такие званые мероприятия, очень престижные мероприятия. Я прямо горжусь Дианой, не перестаю удивляться ее таланту, ее способности вот этот свет нести. Конечно, то, что она преображается каждый раз на сцене, это 100%. Спасибо большое, Дианочка. Спасибо большое нашей российской прокуратуре. Поздравляю вас с праздником и с этим огромным событием. Пусть все в России будет еще лучше и лучше. Друзья, ну а с вами преподаватель вокала Орлеана. Вы не забудьте подписаться и приходите на премьеры новых видео. Если тебе понравилось это видео, то, пожалуйста, поделись этим видео со своими друзьями в социальных сетях. Этим ты помогаешь развитию моего канала. Буду тебе за это очень благодарна.